Всем привет! С вами Руслан Деколана Берест. Сейчас 7 утра, и через 2 часа начнется мой 20-часовой трип в Малайзию, где я буду сетапить буткемп для ребят. Доброе утро, день добрый уже в Малайзии. Я еду на место, где у нас будет буткемп. Скоро туда приедут ребята, которых я нашла здесь в Малайзии. Они будут нам помогать с монтажом буткемпа, так что будем вам все показывать. Вот такой у нас двор. Уже приехали ребята, которые привезли нам компьютеры, будут их монтировать. Приехал Secret Lab, привез нам кресло, за что им спасибо большое. Будем сидеть точно так же, как у нас на буткемпе. Вчера тут была свадьба, декорации остались. Тут у нас будет размещаться наша игровая комната. Все подвинем, все расставим, и потом покажем вам, как получилось. Мы закончили сборку игровой. Вот так она у нас выглядит. В принципе, очень похоже на то, как мы делаем у себя на буткемпах. Мы ставим менеджерско-тренерскую линию за игроками и линеечка для игроков. Ну, здорово, тебе не жарко, Ярик? Боже мой, привет. А что на тачке стоит? Твоя? Нет, конечно, я уже эту с тачкой купила сразу тачку, да? 3-4 часа осталось. Нет, спать нельзя. Я не смогу даже, 10 минут посидеть. Я могу жить либо один, либо с Яриком. Живи сам. То есть мне как бы... Живи сам, идите туда. Там спальня. Ярика не селим с Илюхой, точно. Они там построили, Я- мы сюда пошли. Тогда миру куда-то. Пойдем. Две кровать просто перетащить сюда, я просто пятером жить. Давайте пятером реально жить. Так вы можете просто ходить друг к другу в гости. Смотри, все так и работает. У нас один санузел на шестерых. Нет, вы можете к Диме ходить и еще Нет, там в спальню. внизу есть других спальни. Я раздражительный из-за того, что полетал, меня все бесит. Об меня терлись очень много мужчин потных, и мне неприятно. Мне надо смыть себя этот позор. Слушай, на самом деле, очень хороший второй перелет был, на самом деле. Первый перелет был так себе, по времени и, в принципе, по сервису, но второй перелет был хороший. Привет, Ярик. Я проспал, проснулся через 40 минут, когда уже был сбор в аэропорту, но все-таки успел за 20 минут собрать свои вещи, еще за 20 приехать и пройти регистрацию. Нормально все прошло. Не проебался. Всем привет! Наконец-то наш огромный длительный отпуск закончился, и мы уже находимся в Куала-Лумпуре. Здесь непосредственно у нас проходит буткемп перед International. Приехали мы сюда 27 числа. Играть мы здесь будем до 11 числа, то есть до 10 включительно. 11 мы выезжаем уже непосредственно на место проведения в Сингапур. Расписание после 11 нам пока неизвестно, то есть там медиа-дни, что как, кого, поэтому, естественно, все скримы и все тренировочные активности забиты до 10 числа. План буткемп у нас простой. Из-за того, что у нас был достаточно длительный отпуск, мы решили, учитывая все наши предыдущие марафоны, дать игрокам полностью отдохнуть. Поэтому в столь сжатые сроки у нас прям огромное массированное количество работы. В среднем за эти 14 дней, что мы здесь находимся, 13, если быть точным, мы сыграем больше 80 скримов. Это не считая пабликов, не считая каких-то тренерской работы непосредственно и еще каких-то между собойчиков, которых по вполне понятным причинам здесь я вам рассказывать не буду. Форма наша на текущий момент стартовая, по-другому и не скажешь. Длительный отпуск все-таки дает о себе знать. Вообще, наверное, это один из самых глобальных вопросов для любого киберспортивного менеджмента. Какой дистанции делать отдых и когда и вообще какой дистанции делать буткемпы, потому что я пока не видел правильных решений, они именно... Видел, конечно, за всю историю, но они именно всегда точечные. То есть, например, мы сделали большой отпуск, и непонятно, успели ли мы набрать нужные кондиции непосредственно к турниру. И у нас достаточно короткий буткемп. Например, те же Hellraisers, в свое время они сделали, наоборот, очень длинный буткемп перед квалификацией на International, и, к сожалению, квалификация кончилась для них неудачно. Поэтому интересно. Если можно говорить, то мы играем вот основные команды. Тройка — это PSG LGD, это Aster и это OG. Вот. С остальными играем со всеми, кроме Last Chance.
по 2-3 карты. Мы бы с честно, конечно, поиграли, но, к сожалению, времени из-за того, что буткемп очень сжат, у нас не хватает времени. Находимся мы в Малайзии, сам буткемп у нас формата дома, то есть это не отель, как живут многие, которые ходят потом в компьютерный клуб или еще куда-то, или прям в отель. У нас именно формат дома, то есть у нас здесь есть компьютеры прям в доме, мы здесь все живем по 2 человека в спальне, у нас здесь есть повар, то есть, да, организация привезла с собой повара, то есть с едой никаких проблем нет, вкусно, отлично, прям как дома. Соответственно, почему Малайзия? Ну, в Малайзии мы уже были, 3 человека из состава уже были в Малайзии, как минимум 1 раз в 2017 году, да, это Ярик, я и Айрат. Вот. Нам здесь понравилось, у нас не было никаких проблем с интернетом, здесь хорошая погода, и, в принципе, мы уже здесь что-то знаем, что произойдет, да, то есть мы знаем, где лучший компьютерный клуб здесь находится, который, кстати, закрыли из-за ковида, он не выдержал вот этих ковидных времен, но все равно. А в Сингапуре из нас никто ни разу не был, поэтому при выборе, учитывая, что Малайзия находится всего в 350, конкретно Куала-Лумпур находится в 350 километрах от Сингапура, мы выбрали именно Куала-Лумпур. Я уверен, что, несмотря на сжатые сроки, у нас будет проделан колоссальный объем работы, и на International мы приедем уже в нужных кондициях. 1, 2, 3. Ты продержался 29 секунд, а мага 32. Коллективное построение для фоточек в Инстаграм. Маг! Да, конечно. Вставаем нормально. Приехали на заработки. Что мы все сделаем в такую рань, 8 утра? Мы приехали, потому что здесь есть Starbucks. Это, во-первых. Во-вторых, потому что у нас нет интернета на буткемпе. И мы, пожалуй, хотим играть и хотим выигрывать, поэтому мы приехали в торговый центр. Здесь есть игровой клуб. И надеемся, что там есть интернет. Откуда ты взял эту кофту? С Алиэкспресса. Мы на автопате, короче, когда пили с китайцами, сказали, давайте, я сказал, мне нужен твой бомбер. А он почему-то всем дал. Короче, я нахожусь возле отеля, сижу, ем орешки, короче, пью воду. Приезжает просто в сопли Ори с переводчиком или с менеджером, я не понял, и говорит, типа, я пиздец твой фанат, я хочу твою, типа, тишку. Вот. Я такой, да ладно, у меня их 15, хорошо. Вот, короче, вынес ему тишку, он вынес мне, и в итоге мы почему-то обменялись все. Нет, Так, Потому что вот теперь эти вот третья челы... история. Короче, я, Ярик и Саня поехали пить в отель к там талантам. Там были пьяные китайцы, подкатили к нам, начали с нами общаться. И в итоге подошел Бабок и такой, го, мы, в общем, с вами будем меняться этими. Типа, кофты, мы вам там джерси или кофты, вы нам свои джерси. Мы такие, да, конечно. И мы вот договорились на нас, в общем, 3, там, я, Ярик и Саня, а они в итоге на 5 поменяли почему-то. Там еще дали маги и Ярик и Илюхи. У нас сегодня стейки из семги, спаржа и рис. И рис. Лосось я готовлю в терияки соусе с имбирем и чесноком. Ну и в обычном перце. Всем привет, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий. И я менеджер Академии Ростеров Spirit. И внезапно я оказался в Малайзии вместе с нашим мейн-ростером Доты. Зачем я здесь? Для того, чтобы получить ачивку. Я готовлю борщи в Малайзии. Ни у кого нет такой ачивки, кроме меня. Капитан у нас любит оладушки по утрам. И оливьеху. Илюха у нас большой любитель кукурузы. И куриных отбивных, как я понял, вчера. Каша по утрам. Я был рад, что игроки спокойно кушают кашку, как и это нужно, полезно. Александр, естественно, это рис. Как бы рис должен быть на завтрак, обед, ужин и, возможно, даже в перекус. Рис хочется человеку. Хочется рис каждый день есть. Или макароны. Я могу сказать, что, в принципе, Мире понравился мой борщ. Магомед — человек, который вообще редко вижу себя на кухне, потому что он редко спускается. Я не знаю, что говорить в этот момент просто, потому что по маге у меня нет ничего вообще. У ребят довольно жесткий график, довольно ранний подъем. То есть завтрак у нас в среднем начинается в 9 утра. В 10 у ребят уже начинаются КВ. Плотный график КВ там от 6 до 8 КВ в сутки, плюс соло-практисы. У ребят практически нет свободного времени, поэтому там график еды тоже выстроен довольно жестко, чтобы они
Пришли, позавтракали, ушли, играли. Пришли, пообедали, ушли, играли. Пришли, поужинали, ушли спать. Хочу всех сразу предупредить, что я не являюсь профессиональным поваром. У меня нет никакого образования. Просто я люблю готовить, это мое одно из самых любимых хобби. Нам крайне важно, чтобы ребята питались нормальной, обычной домашней едой. Это моя основная цель здесь. Это мой самый важный поинт, который я должен исполнить. Ну а самое тяжелое это стоять, готовить на кухне, когда сверху играет в доту, а я нет. Наверное, это. Ребят, всем привет! Вы на буткемпе Team Spirit в Малайзии, в Лумпур. Сегодня буду снимать для вас обзор дома. Тут у нас, по сути, игровая, где мы играем, отдыхаем. Корбан, наш менеджер. Там есть наш аналитик. И Айрат, тренер. Можем пройти на балкон. В общем, обычно мы тут собираемся после игры, там, после КВ, просто типа, посидеть, там, обсудить что-то. Ну или просто отдохнуть. Можно полюбоваться видом. Вид тут очень красивый на самом деле. По 10-бальной шкале, как оценишь вид? Наверное, 10 из 10. Мне прям очень нравится. Мне этот вид напоминает некоторые игры. Например, там Dying Light. Тут у нас, кстати, PlayStation тоже поставили, но его пока никто не играет. Мы как раз скачивали игры вчера с Диманом. Закачали туда черепашек ниндзя. Ну, Диман прям ярый фанат. Он еще ярый фанат Brawl Stars, в принципе, но черепашек тоже поиграем. Тут, Руслан, ты живешь? Да. Тут вот живая команда Руслана. Что тут интересно? Это гараж, получается. Ну, а теперь я не знаю, что там находится. Просто смотрите. Значит, что нельзя входить. Но... Не, ладно. Я не буду заходить. Не зря весь висит. Тут у нас, получается, комната, где мы все остальные живем. Тут у нас живет Айрат. Комната Айрата. Так, у Айрата есть душ, да? Да, и туалет, Или который... Айрата душ уже? Я в туалет типа, сейчас заходил, потому что там чего, которые живут, Илюха, Мира и Саня, в той дальней комнате. Они часто закрывают туалет, а туалет у нас на 2 комнаты получается 1. Так, в общем, тут живет Саня, Илюха и Мира. В этой комнате мы живем с Яриком. Тут Ярик, тут я. Спускаемся, выходим на столовую и кухню. Приятного аппетита. Тут у нас такая столовая. В общем, тут мы с ним кушаем просто, а тут у нас есть кухня. Наш шеф-повар. Ладно, я его быстрее хочу закончить, а потом пойти покушать. Такой двор. Сидит тут один Ярослав. Тут у нас есть бассейн, в котором мы часто купаемся. Ну, я с Саней. Там у нас... Зона отдыха на время дождей, да, Мак? Ну получается, да. Тут мы с ним обычно просто, когда типа дождь идет, и невозможно сидеть на улице. Но обычно это не особо влияет. Кто это? Я не знаю. А это кто? А я кто? У нас такая беседка. Ну, выглядит чуть-чуть как домик на дереве на самом деле. Но это и прикольно. Ты можешь просто так сидеть и чилить. Смотреть на этот прекрасный вид. Опять же, вид 10 из 10. Прошла уже половина буткемпа. Расскажи, как мы готовимся и какие твои личные впечатления о подготовке и о нашей форме. На самом деле, вся эта вот жизнь на буткемпе — это сплошной день сурка, потому что ты каждый раз просыпаешься в 8-10 утра. Там играешь разогревочный паблик перед КВ, потом играешь КВ. У тебя там есть перерыв днем где-то час, чтобы просто поесть. Типа поел, сыграл паблик еще один. Ну, это уже по желанию. Если ты, к примеру, не хочешь есть, как я могу просто сыграть еще один паблик. И так до вечера, к примеру, до 8-9 часов, смотря когда будет последний КВ. А потом у нас отбой в 11 часов, либо в 12. И все, и так каждый день по новой. По сути, ничего не меняется, разве что количество КВ и противники. Но так выглядят тренировки. По сути, первые игры, когда мы только приехали, мы как бы еще разыгрывались, и у нас там что-то не шло. И со временем я вижу то, что у нас есть прогресс, то есть мы
условно против всех команд, которые мы играли в начале, и отлетали от них без шансов. Сейчас мы можем давать им отпор. Мы играем более уверенно, более уже привыкли к этой игре, скажем так, к нашей игре. Уже играем именно слаженно, и результат у нас уже есть. Буткемп тяжелый с точки зрения объема кланваров, в которые мы играем. В принципе, мы не играли месяц, потому что у нас был длинный отпуск, чтобы нам отдохнуть полностью от всего сезона. Изнурительно, но продуктивно, я бы сказал. Буткемп очень красивый, очень красивая местность, сзади меня небоскребы. Очень красиво, мне нравится то, что здесь идет все время дождь, если бы еще было холодно, вообще было бы пушка. А так все устраивает, кроме напора в душе. Напора в душе не хватает. Еда супер, Димон готовит отлично. Игровая тоже супер комфортная, там достаточно прохладно, просторно, все отлично. Там первый день были какие-то неполадки с нетом, сейчас все максимально хорошо и стабильно, нет ничего такого. Минус то, что в комнате нет горячей воды в душе. Я уже, конечно, к этому привык, иду с самого утра, сразу там получаю заряд бодрости ебейший. Мне, в принципе, уже даже заходит такой душ, так что это уже такое, это уже даже скорее не минус. В целом все классно. Вот сегодня видел перед домом мартышек, которые ползали по деревьям, прыгали там, что-то ели. Бегают всякие ящерицы, часто гекконы. Малайзия вообще прикольная страна. Конечно, климат тут такой очень странный. Тут либо дожди просто очень сильно идут, и там молния бьет, там гром. Или просто максимально спокойно, без ветра, полный штиль. Ездили в ТЦ играть из клуба. Мы только зашли в ТЦ, с нами сразу начали фоткаться. Первые люди, которые вообще там были в 9 утра, какие-то просто прохожие, сразу же нас узнали. Какие-то мобильные геймеры с нами там сразу же фоткались, какие-то просто прохожие. Мы такие, ладно, да, конечно. Как они вообще нас так быстро узнали, это шок для меня. Видимо, нас тут много смотрят. Клуб тоже был неплохой. Там еще были какие-то ребята из Кыргызстана, кажется. Тоже с нами там подошли, все сфоткались. Видимо, где-то учатся. В целом прикольно. Мне понравилось, как мы туда съездили. Потыловка, считаю, продуктивная очень. Мы хотя бы фиксим какие-то свои микропроблемы. Так что я бы сказал, что мы подойдем к TI в хорошей форме, боевой, а все остальное уже берем по ходу. А сейчас мы будем просто в хорошей для себя форме. Мы поиграли, я считаю, со всеми фаворитами инта плюс-минус на КВ. Есть пару команд, которые играют лучше остальных. Условно Entity, ОГ, ЛГД и пусть это еще будут Royal Never Give Up, тоже хорошо играют. Как твои ощущения вообще по поводу того, что инт будет длиться целый месяц? И, в принципе, мы уже, считай, суммарно 1,5 месяца будем, типа, на одном турнире подготовки к нему. Ну, я вообще не в восторге от этого перерыва, так называемого, 5-дневного. Это какой-то пиздец. Ну, что ли, ты такой играешь на там кураже, люди могут быть не готовы к твоим стратегиям, к твоим мувам, а за 5 дней можно все пересмотреть, все 5 раз обдумать, перестроиться, как-то рефрешнуться ментально. Это как-то, это скорее на минус. И мне это не особо нравится, что мы это будем делать 5 дней непонятно, сидеть что-то КВшиться между собой, между теми, кто еще играет на инте. Вообще долго это все будет длиться. В принципе, в том году было так же, то есть буткемп занял где-то 2 недели, и 2 недели инт. Или чуть-чуть меньше, просто сейчас инт будет длиться именно дольше. Буткемп мне нравится, есть бассейн, еда хорошая, у нас наконец-то повар, которого я всегда просил. Домашнюю еду кушаем, погода тоже мне нравится, достаточно влажная и теплая, но не жарко. Из того, что не нравится, хотелось бы мне жить одному в комнате. Вот так я живу втроем, но это тоже ничего страшного. Но в идеале, конечно, одному хочется жить. А так, по Малайзии, мы особо никуда не выходили, только в торговый центр. Мне нравится, вот там, где мы живем, как будто в джунглях. Еще тут много обезьян. Нихуя себе. Практика полезна. Со мной рядом Денис, это наш аналитик. Всем привет. Поговорим с ним сегодня, попробуем рассказать вам побольше про него. Я из Курска вообще, живу в Воронеже. Мне 28 сейчас. Окончил
университет на специальность переводчик. Английский, там немного немецкого, китайского, но основной язык английский, конечно. В профессии работал тоже. Дальше уже просто дойти начал время уделять. Просто начал играть на чене, очень большое количество игр. То есть была цель какая-то полностью персонажа осилить и потом много ММР набрать. Ну и стримить тоже одновременно это все дело. Понравилось. В киберспорт даже не намеревался никаким боком затесаться. Почему Чен? Комплексный герой, его мало тогда пикали, как-то очень однобоко, однообразно играли. Не хотелось именно вот узнать, что еще может персонаж, как его раскрыть. С кем ты раньше работал? Чем занимался до Team Spirit? Только общался с разными проигроками, на самом деле много человек писало из разных команд. В основном по Чену хотели, в том числе вот Ярик до International еще написал. Звали еще до Team Spirit в одну тир-1 команду, там не срослось, какие-то проблемы начали. Я испугался, что буду без работы, и написал Ярику, и так вот оказался тут. То есть полностью я нигде не работаю в киберспорте, но со многими игроками только общался, поддерживал связь. Ну и до сих пор поддерживаю. Дмитрий Корбан, ответьте на пару вопросов. Обязательно с Александром. Сколько стоит шмот? Сколько стоит ваш Надо отвечать на другой вопрос. Какой шмот на тебе принадлежит тебе? Подождите, футболка. Я покупал эту футболку Люки за $200, кажется. Тапки $180. Носки. Айрату принадлежат, не знаю. Я не помню. 40 рублей. Честен, я не помню. $40. Штаны 200. $200. Шляпа. Эта шляпа досталась мне от моего босса. Она бесценна. Кошелек есть? Какой самый необычный способ объема кошельков. Сколько стоит? $25. Я без трусов, Саня, если что, трусы показывать не буду. Нормально. Эти стоят где-то $400. Трусы сказал. Я же был мне показали. Так, штаны стоят. Я Сколько просто штаны слушал стоят? наушников. 20 гривен. 20 гривен. С базара лодки. А что, тяжелые? Где-то 2500 Они евро. гигантские, блядь, не знаю. Либо 2. Футболка где-то $100, наверное, стоит. Так, кольца самое главное. Кольца 4000 на руках, как бы. По 2. по 2. Это Булгари. Серьга серебряная серьга. обычная, $20. Ничего себе не делал, там пластиковая. Делал, но вы пока этого не увидите. Зубы. Сань, да, не бейся. Честно. Начинаем. Что, кросс, Изибуста. сколько стоит? За сколько мы попали? За 500? 400. 500 долларов. Носки из... Что за носки? Из Walmart. Америка. Walmart. Нет, это Ванс носки, алло, что ты привез? Ванс. Мы их покупали в Швеции с тобой. Ванс. Швеции. Сколько? $5. $5 где-то. Штаны. Штаны U3. Ну такая, Сколько так-то они? фирма. 1010 гривен стоили. Мы их в этом. 10 тысяч гривен. Футболка. Это H&M. Уважаемый. $12. Одно $100, одно 300. Сумка. $640. Очки. Очки 10 тысяч гривен. Давай, раз. Там Я не знаю, сколько стоит. Ношу, как и все, что купит мама, и все. Сойдет. Многие в киберспорте говорят, что токсичные люди, не конкретно эта команда, а вообще все токсики, а на самом деле оказались все приятными людьми, собеседниками. То есть не только хорошо играют, но еще и как люди отличные. Поддерживают и отнеслись тоже с пониманием, приняли сразу. Приятно и ответственность тоже чувствуешь, что тебя приняли, тебе нужно тоже проявить себя. Да, это и первый буткемп, и первая страна, которую я посетил вообще когда-либо. Диссонанс действительно был, потому что когда ты сидишь в Дискорде, очень сложно как-то и слов составить, и тебя не видно, в общем. Мимика, жесты тоже как влияет на общение. А тут на тебя сразу могут фокус переключить внимание, тебя там послушать где-то больше, просто хотя бы посмотрят, что ты говоришь. А так ты можешь, тебя могут не услышать, и отклика не будет какого-то. Ну и плюс приятно человека вживую видеть. Пока все идет стабильно, конечно, в практике нужно, чтобы еще более стабильно закрепить. Ребята стараются, и у них есть желание побеждать и такой напор, так сказать. То есть запал никуда не делся вообще. Вот как было раньше, так и вот сейчас он
продолжает. Потому что многие команды, они угасают. Вот видно, они играют, где-то они сильнее, вот как с Тундрой какой-то на мажоре покажут себя хорошо, а потом они все ниже и ниже, и уже как-то видно, кто подустало. Или там старички какие-то, типа секретов, там что-то такое. А вот Team Spirit все на хорошей планке, и она повышается. И, надеюсь, еще больше повышаться и дальше. Есть ли какие-то вещи, которые себя негативно удивили на этом бутке? Тараканы в такси. Огромные такие вот тараканы. Невозможно ездить, не думая о том, что тебе сейчас таракан на ногу сядет. В случае, правда, один был только, но я уже каждый раз, когда езжу, я ногу поднимаю. Да, потому что думаешь, что у тебя листик щекочет, а это усики. Скажи, пожалуйста, что входит, в принципе, в твои обязанности в позиции нашей организации? Это анализ данных, очевидно, корректировка не поведения, а вообще, в принципе, каких-то мелких ошибок. Вот ты смотришь лишь за игрой, за всеми игроками, за ситуацией на карте, ты с тренером и с игроками потом отдельно говоришь, и вот тут и то-то можно сделать, вот тут не сделать. Аргументируешь это, как-то доказываешь, и игроки принимают решение, этот совет будет учтен, или там сами предложат что-то и скорректируют по-своему. Но это больше, как получается, правая рука тренера или помощник тренера. Плюс, когда у вас 4 глаза, это все-таки легче следить за картой и за всем. Может что-то не уследить за чем-то. Все-таки КВ много за день, все не пересмотришь несколько раз. За другими командами тоже наблюдение, за метой, естественно, за какими-то героями, механикой, нововведениями, потому что очень много деталей, которые не пишут где-то в официальной информации. И за этим тоже можно следить, проверять. По механике тоже очень важно какие-то детали. Игроки могут что-то не знать. Даже если это про-игрок, он может что-то не знать. Лишний раз напомнить несложно. Как тебе патч? Патч на самом деле нравится. То, что игры чуть более такие затянутые, особенно старт, меньше будет ошибок совершаться, потому что если ты совершишь ошибку на линии, там умрешь пару раз, где-то крипа не добьешь, где-то зачейзишь лишний раз, то у тебя и левел меньше будет, и золота меньше. К моменту следующего этапа уже передвижения не такие вот, как раньше. Раньше можно было бесконечно драться, там у тебя быстро что левел получался, как-то транзишены быстрее были, а сейчас все более плавно, размеренно, и это вот больше похоже на компетитив доту, и такой стиль игры подходит. Мне все нравится, ожидаем еще какие-то маленькие патчи, которые там понерфят что-то, добавят. Хотелось бы, чтобы ландшафт еще как-то изменили, потому что все варды уже известны, даже самые 3 варды. Нужно что-то новенькое. Лишний бугорочек, лишнее деревце. Буду искать уже новые точки. Подготовка была достаточно насыщенной, да, то есть мы за сжатый срок сыграли достаточно объемное количество скримов. В общем и целом, если говорить о том, как она прошла, у нас все-таки, я считаю, еще есть неделя целая, да, потому что мы начинаем играть только 15 числа. Вот. На данный момент в процессе работы все находится. Я не могу сказать, что мы готовы однозначно. Нет, на данный момент мы не готовы, но мы уже набрали достаточно критическую массу именно игровой формы для того, чтобы играть в доту. Не для того, чтобы уже разбираться с какими-то дефолтными аспектами, типа проблемы в коммуникации, там, проблемы что вообще пикать, как играть, проблемы мета, а вот именно мы готовы играть в доту. То есть нам осталось, грубо говоря, основная работа выполнена, осталось только шлифовка. Но шлифовки еще очень много. Мы ничего не загадываем, но мы ко всему готовы. Вот, поэтому процесс рабочий продолжается, поэтому сейчас исключительно рабочий настол. Если рассуждать и думать, отталкиваться опять же от тех материалов, что дали мне скримы, да, то, наверное, к числу фаворитов я отнесу OG, Entity и PSG LGD. Вот. Формат, да, в общем-то, он почти не изменился, в течение одного, да, это 5 дней вот этого отдыха. Я не очень понимаю, зачем они нужны. В моем понимании это лишнее, просто потому что лучше бы эти дни выделили, в общем, размазали бы по турниру, да, и, соответственно, чтобы групповая стадия была подольше, там, на день-два, чтобы мы не играли по 3 там матча условно, и чтобы вы не смотрели на разных стримах, когда идет 4 матча одновременно, да, на этих мультистримах и на прочем. В моем понимании, лучше бы это все размазали, а так получится, что 5-дневный перерыв, кого-то он собьет, кому-то он поможет. Не знаю, я не фанат, я фанат именно быть в потоке, поэтому для меня лучше, чтобы просто шло все друг за другом, соответственно. А эти дни были просто расплечены уже на весь турнир. В итоге, получается, у нас достаточно там где-то все сжато, да, после ласт-ченса, то есть ничего не меняется, да, вместо 14 дней стало там 20, 21, ну, как раз эта добавка, действительно, вот эти 5 дней тупо перерыва ни о чем.
Учитывая, что, опять же, команды другие играть, наверное, уже не будут, кто вылетел к этому моменту, я вообще слабо представляю, чем там будут люди заниматься, потому что вряд ли финалисты тоже будут играть друг с другом. То есть ты 5 дней будешь просто либо играть в паблике, либо, извините за выражение, ковыряться в носу. Мне это не очень нравится. С другой стороны, опять же, я понимаю Valve, да, возможно, с точки зрения зрительского интереса это будет интереснее. Плюс, вероятно, если, опять же, будет в финале какой-то андердог, да, грубо говоря, то, вероятно, это снизит его шансы на победу. Я думаю, так. 1,5 месяца, на самом деле, не так много, учитывая, опять же, предыдущий сезон на тех же лигах мы собирались на те же 1,5 месяца на буткемпах, да, а потом у нас не было времени, и мы уезжали, там, условно, на Animajor, плюс тогда еще была более сложная ковидная ситуация, и мы фактически там по 2,5 месяца вообще не вылазили из помещений. Вот. И здесь большой плюс, что, опять же, лично у нас было достаточное количество отдыха, и для нас, по идее, эти 1,5 месяца именно с точки зрения нагрузки не будут проблем. Тут скорее можно подумать об обратном, а точно ли мы успеем там выйти, грубо говоря, на пик своей формы. Но, опять же, есть еще групповой этап, и если брать его во внимание, да, у нас будет, грубо говоря, месяц до плей-оффа. Я считаю, что за месяц любая команда совершенно после любого отдыха может вполне выйти на пик своей формы. Поэтому я думаю, что 1,5 месяца не будет проблемой ни для нас, ни для какой-либо другой команды. В общем, болейте за нас, смотрите подобные видео чаще, и всем удачи и добра.